На деревенском кладбище было шумно, и похороны диакона Филиппа оказались под угрозой. Что значит под угрозой? Все было практически испорчено. Диакон Филипп был противоречивым человеком в деревне. Некоторые считали его святым человеком, а некоторые – дьяволом. Первые готовы были пойти ради него на край земли, а вторые из-за него даже не ходили в сельскую церковь, предпочитая ездить в райцентр. Хорошо это или плохо, но наш диакон жил своей жизнью. У него было немало друзей, немало врагов. Не нам его судить, пусть Бог его судит. Наша забота – похоронить старого служителя религии. И тут возник вопрос, ведь выяснилось, что наш Филипп оставил завещание. Я хочу, чтобы мое тело было похоронено вместе с моей матерью. Но вроде как законное желание, ничего страшного. Подняли записи в книге и выяснили, что мать Филиппа была похоронена на нашем кладбище около 30 лет назад. С юридической точки зрения все сходилось. Захоронение родственников возможно после 25 лет. Вопрос был только в том, чтобы найти могилу матери Филиппа. Как оказалось, она лежала на самом краю кладбища. Рабочие оправдывались, место было рыхлое, ломом долго работать не придется, хватит одной лопаты. Все было сказано и сделано. Диакона похоронили и отнесли на кладбище. Рабочие переоценили свои возможности и еще не все сделали. Они положили диакона рядом, пока разговаривали, пока туда-сё. И вдруг лопатой нашли старый гроб. Никто не удивился, это была старая могила, казалось, что они попали в старый, прогнивший гроб. И они уже собирались опустить его вниз, когда из вырытой ими ямы послышался детский плач. Тогда началась суматоха. «Черт! Черт не пускает Филиппушку на тот свет!» — кричали старухи и перекрещивались. «Отведите его в крематорий!» — кричали другие. Не зря многие считали, что наш диакон не Богу служил, а продал душу дьяволу. Как еще можно объяснить детский плач? Это знак, что мы живем в последние дни, апокалипсис не за горами. Рабочие бросили лопаты и убежали, благочестивые люди разбежались, приспешники Филиппа молятся. Только один юноша оказался смелым, он решил посмотреть, кто плачет в яме. Он спрыгнул вниз, а там оказались маленькие близнецы, мальчик и девочка, им не было и года. Они не были ни демонами, ни ангелами, а обычными детьми. Казалось, что они только вчера пришли сюда, а яму вырыли совсем недавно. Бабушки пугаются детей, боятся брать их на руки, крестят. Ну а тут опять беспорядок. Мальчик решил проверить, что там происходит, может там портал. Он посмотрел и увидел, что сбоку пробивается свет, он просунул голову и понял, что там. Оказалось, что в яме был прорыт туннель, мальчик вылез и пошел смотреть наружу. И действительно, даже песок был еще влажным, видимо, кто-то сделал подкоп сегодня ночью и посадил туда детей. Они не знали, как выбраться самостоятельно, и сидели там и плакали. Нам пришлось провести расследование и вызвать участкового полицейского. Видимо, тот, кто это сделал, не знал, что утром они закопают диакона в этой яме. Наверное, они думали, что сюда никто не придет. В деревне все друг друга знали. Когда первый шок прошел, люди посмотрели друг на друга и узнали близнецов. Как же иначе, ведь не все рождаются сразу с двумя. Эти мальчик и девочка были детьми кассирши Нюрки из магазина. Детей звали Маша и Ваня. Это знали все. Только в прошлом году Нюрка ушла в декретный отпуск и сразу родила двойняшек, она даже не была в декрете. Она вспомнила, что Нюрка жаловалась, что ничего не успевает делать. Так получилось, что с двойней они родились раньше срока, в 7 месяцев, но дети были здоровыми. Оказывается, по статистике, у 7-месячных детей больше шансов выжить, и чувствуют они себя лучше. У 8-месячных всегда проблемы со здоровьем, вот такой парадокс. Нюрка ходила по деревне и рассказывала всем, что ей сказали врачи. Нюрка любила своих детей, и тем более было непонятно, как они там оказались, где их нашли. Тогда они закрыли ту яму, похоронили Филиппа и стали искать Нюрку, но ее нигде нет. У милиционера голова идет кругом, Нюрка не была родственницей ни Филиппа, ни его матери, наверное, они выбрали эту яму наугад. И только ночью смотритель кладбища услышал, что на кладбище кто-то плачет. Он человек опытный, в призраков не верил. Взял он фонарь и пошел посмотреть на могиле диакона Филиппа кто-то, сидит и плачет. Присмотрелся, сидит и плачет Нюрка. Она не знала, что ее детей нашли. Она думала, что диакона похоронили, а проход к детям замуровали. Сторож напоил ее чаем и позвал милиционера. Тогда Нюрка, тяжело дыша, стала рассказывать, что произошло. Полицейский слушал как завороженный, а выслушав ее рассказ, чуть не разрыдался. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал,
где найдете еще много интересного.